Я считаю, что эти фильмы очень полезны. Люди задумались, что есть жизнь после и что-то живет после. Эта суть живет после. Ритмологически судьбу не просто можно изменить, а нужно менять практически каждому человеку. Если же что-то вам очень нравится в вашей судьбе, это можно застабилизировать. То есть это ваше право, это ваш выбор. Но единственное, если вы что-то отдали, вы себе-то тоже оставьте. Ритмолог умеет и то, и то. Я как только увидела анонс по этому фильму, я сразу сказала: все, как он только пойдет в кинотеатрах, мы будем там. Взяла детей, семью, и мы пошли первыми смотреть эту душу. И я, конечно, наслаждалась больше всего наставниками, которые там были выписаны одной линией, вот как они наставляли и делали. Но первое, я считаю, что эти фильмы очень полезны. Как бы к ним ни относились, человек начинает мыслить за пределами своего вот сейчас современного восприятия, или сейчас он свою жизнь отчитывает от своего рождения до своей даты смерти. И тут ему, конечно, интересно, что такое жизнь после и что такое жизнь до. И кто-то уходит здесь в какие-то религии, потому что там как-то пытаются объяснить жизнь до и жизнь проще, после. А в этом мультфильме так доходчиво, пусть очень примитивно, пусть очень просто, пусть все там устроено гораздо интереснее, чем показали, но хотя бы люди задумались, что есть жизнь после и что-то живет после. Пусть это не душа, конечно, живет после, это суть живет после. Ну, как не, ну так назвали, так назвали. Вот это после, это до. Вот мой сын очень такой, он же физик-теоретик, он очень возмутился и сказал: они вообще жизнь после не показали, они показали только жизнь до, и все те бегают. А что мне понравилось в этом фильме, что был очень хороший выход на звуковые струны. Если мы взяли музыканта, который играл со звуком, то, конечно, с душой, которой он должен был встретиться по номеру 22. И другого быть не могло. Если бы там взяли художника, он бы встретился с душой под номером 21. То есть у каждого есть свой номер, в зависимости от того, на каких ты струнах оказался, на световых или звуковых. Здесь все по судьбе было показано. И, в принципе, что мне еще понравилось, что потом они все равно помогали друг другу, и что у этой маленькой души, которые не интересовали понятия ничьи, ни Нострадамуса, ни самых маститых, ни даже этой матери Терезы, вообще ничьи, вдруг заинтересовали самые простые чувства. Какой-то листочек, который на нее упал, какой-то цветочек, который она понюхала, кусочек пиццы, который она попробовала и так далее. То есть хорошие мультфильмы, пусть выходят. Я считаю, что они хорошо сработают на сознание людей, но к этим фильмам я бы еще добавляла ритмологию, было бы совсем здорово. Вы знаете, когда-то в начале 90-х я с этого и начала. Я рассказывала людям, что их судьбу всегда можно изменить и заменить. Когда люди были, очень много людей было несчастных, ну, у них реально нечем было детей где-то покормить, самим негде покормиться. Очень многие потеряли работу, и не хотелось, чтобы эта судьба у них была. И тогда я стала заменять ее ритмами. То есть судьба, она сама по себе циклична, она очень напоминает вот этот ожерельный мотив, событийно-ожерельный мотив. Если взять только саму ниточку, то ее всегда можно развернуть в другую сторону. То есть ритмологически судьбу не просто можно изменить, а нужно менять практически каждому человеку. Я тут запомнила сон одной женщины, которая ко мне приехала на занятия, и она говорит: мне сегодня приснилась красная книга. Это была книга судьбы. И я подхожу к этой книге, а там написано: ты же поменяла свою судьбу, что ты сюда пришла. Более того, я же сделала такой спектакль, который называется «Из книги судеб в живую книгу». А живые книги как раз переделывают все судьбы, если вы того хотите. Если же что-то вам очень нравится в вашей судьбе, это можно застабилизировать, и оно не исчезнет, это тоже неплохо.
ритмологически не будет. Если вы ритмологически закроете за собой все, что вам было предначертано, или ту пустоту, которая осталась после вас, ее можно ритмологически зачитать. И если вы зачитаете, то туда никто не попадет. А вдруг ваша судьба вам-то не понравилась, а кому-то очень туда хочется, ну тогда вы его сами туда и направите. То есть это ваше право, это ваш выбор. Ну, хотя это такая тема интересная. Как-то я наблюдала, что здесь есть такой именной запас. То есть я спасала жизнь одной женщины, которая была очень больна, но она была великолепна, и хотелось продлить ее жизнь. И наблюдала, как люди с этой фамилией, с этим именем, с этим отчеством постепенно уходили из жизни. Причем уходили они интересно, они уходили так, что о них все помнили, они уходили очень ярко из жизни, но они уходили из этой проявленной жизни по имени. Но это очень интересная тема, тема имени. Можно ли всю свою судьбу отдать другому человеку? Но если этот человек хочет, можно отдать свою судьбу, но тогда себе-то уже сделайте ритмосудьбу. Ритмолог это умеет делать. То есть ритмолог вам создаст ритмосудьбу, а ваша судьба кого-то очень устраивает. Человек вам завидует, очень хочет на ваше место, да пусть попробует. Но это я написала даже в живой книге, знаете, во втором или даже в первом письме живой книги, когда кто-то очень хотел на мое место и говорила: можно я вместо вас? Вы так тут улыбаетесь, вы настолько хорошо рассказываете все, вы никуда не подсматриваете, у вас нет ни черновиков, ничего. Это же так здорово, и люди на вас так смотрят, я хочу на ваше место. Я говорю: да пожалуйста. Я отправила его рассказать о травах, которые он хорошо знал. Через 15 минут этот человек прибежал ко мне и говорит: нет, я не хочу на ваше место. Но так бывает, что люди завидуют, потому что не знают в общем, что за этим стоит, и какая подготовка нужна, и что вообще надо. И тогда они хотят. Ну почему бы им не дать? Как правило, они чуть-чуть попробуют, а потом сами откажутся. Но ритмологи все умеют делать. Они умеют передавать часть судьбы, частички судьбы, ровно как генетики. Работают ритмологи по судьбе. То есть генетики сейчас могут из ДНК вырезать какой-то ген, вставить другой ген, заменить, происходит мутация. Или сейчас те же химики что только не делают, то есть могут, как-то мне показывали в одном институте, как они могут из одного элемента сделать другой элемент, просто меняя орбиты электронов, вытягивая их. Но ритмолог умеет и то, и то. Он работает и как генетик, и как этот химик, и у него все получается. То есть он может фрагмент вашей судьбы передать тому, кто в нем нуждается. Мы же можем друг другу кровь передавать. Можем, но не всю, а какую-то часть крови у нас берут, и мы помогаем другим людям, как доноры. И, в принципе, мы можем часть своего таланта даже кому-то отдать, обучить этого человека, и он за нас будет это продолжать, мы тоже это можем. Ну, так что, пожалуйста. Но единственное, если вы что-то отдали, вы себе-то тоже оставьте. Вот ритмолог вам выстроит ваше, а потом вы отдадите то, что вы хотите отдать.